Привет, друзья! Сегодня очень красивая задача из Канады, Олимпиада, 9 класс. Дан полукруг и вписаны 3 квадратика, как показано на рисунке. Вот площадь голубенького– единичка, ну, следовательно, его сторона единицы. И требуется найти радиус этого полукруга. Ну что ж, попробуйте сами решить эту задачу, а мы начинаем. Два слова, как всегда, скажем про Канаду. Например, а мне на ум приходит только пока хоккей. Допишите, что вам приходит на ум. Вчера, кстати, Канада выиграла у Финляндии, и образование в Канаде довольно приличное, и учится там 12 лет, 12 лет, аж до 18 лет там учатся, поэтому олимпиадами занимаются уже с конца 9, в 10 классе, как всегда, но проводятся канадские такие, все канадские олимпиады, и проводятся юношеские олимпиады, тоже канадские, и там встречаются геометрические задачи. Ну что ж, давайте приступим к решению нашей задачи. Здесь известно, что сторона маленького квадратика равна единичке, так, и требуется найти радиус этого полукруга. И я скажу, что самое трудное доказать, что вот эта вершинка зеленого квадрата, серединка стороны большого. Вот это самое главное в решении, поэтому это за очевидно никак принимать нельзя. То есть нужно доказать, что зеленый квадратик ровно в 2 раза меньше по своим линейным размерам, чем красненький. Ну и в 4 раза меньше по площади, это понятно. Поэтому есть разные способы алгебраические, а я покажу очень красивый геометрический способ. Смотрите какой. Я поверну большой красный квадрат, но на 90 градусов по часовой стрелке. Вот посмотрите, что у меня получится. Вот сотру это, чтобы не мешало нашему восприятию. И вот я повернул красный квадрат на 90 градусов по часовой около точки О. На 90 градусов. И вот он занял такое положение, как есть. Получилось, что вот этот четырехугольник имеет прямые углы, значит, он прямоугольник, а поскольку вот это половинки стороны большого квадрата, значит, это квадрат. Вот этот маленький заштрихованный квадрат, он составляет четверть большого, ну, по своей площади. Если я теперь продолжу вот так его сторону этого маленького, этой четверти, я получу вторую четверть, правильно? А если продолжу дальше, то кажется, что эта четверть вписана в наш полусегмент, да, вот если посмотреть сегмент, то это вписанный, то есть это в точности наш зеленый. Ну, может возникнуть вопрос, а вдруг еще один можно вписать какой-то квадрат, а почему нет? Вот такой нарисую. Явно не квадрат, ну, а вдруг есть все-таки и второй. Так вот, оказывается, что здесь, что диагональ идет под углом 45, и там должна идти под углом 45, а это невозможно так провести, поэтому никакого второго квадрат там не существует. Это и есть наш квадрат, и он составляет четверть большого, то есть его сторона точно в 2 раза меньше стороны большого квадрата. То есть если вот это будет у нас сторона зеленого x, то сторона большого всего будет 2х. Вот, напишу здесь очень хорошо, что это будет 2х. Ну, естественно, вот это тоже тогда будет x. Мы не будем доказывать, что центр О лежит на середине стороны красненького. Вообще говоря, об этом следовало бы и сказать. Ну вот я провожу радиус традиционно сюда, и из прямоугольного треугольника получаю радиус этот. Выражаю через x в квадрате плюс 2х в квадрате. Это будет x корней из 5. Правильно? X корней из 5. Вот этот радиус будет x корней из 5. А что дальше? А дальше я приведу еще один радиус. Вот, где, как? Вот отсюда я проведу сюда. Под углом 45 пошел. И тут под углом 45 пошел. Еще раз повторю, объясню, что здесь идет под углом 45. Вот здесь уголок составляет сколько градусов? В силу того, что сторона зеленого x, снизу половинка стороны красного x, получается 45, правильно? Градусов. И вот здесь диагональ нашего голубенького тоже идет под углом 45. Значит, все нормально. Значит, ОК, этот радиус, пройдет как раз через точку вот эту, ну, назовем ее П. Через вершинку.
нашего зеленого квадрата. Ну, дальше уже дело очень простое. Посмотрите, какое. ОК – это радиус. Он состоит из двух отрезочков ОП и ПК. Вот так. Давайте возьму синий яркий и скажу, сколько будет отрезок ПК. Вот так. О. Это диагональ квадрата со стороной единица. Это корень из двух, правильно? А сколько будет ОП? Вот это ОП. Это тоже гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольничка с катетом х. Это будет х корней из двух, правильно? Ну и все. А ОК – это же радиус. Мы его нашли. ОК – это радиус. Тогда мы получаем, что х корней из 5, это радиус, равен ОП, это будет х корней из 2, и плюс корень из 2, ПК, да? Ну, собственно, и все. Отсюда мы получаем, что х – это корень из 5 минус корень из 2, все равно корню из 2, значит, сам х будет равен корень из 2 делить на корень из 5 минус корень из 2. А наш радиус, который мы ищем, получится не такой уж гладкий и красивый. Он равен х корней из 5. Получится корень из 2 на корень из 5 минус корень из 2 умножить на корень из 5. Я получаю корень из 10 и пытаюсь избавиться от иррациональности, домножив на корень из 5 плюс корень из 2. Ну и знаменатель, естественно, я домножу на корень из 5 плюс корень из 2. Что получится в числителе? Корень из 50 – это 5 корней из 2. А затем корень из 20 – это 2 корней из 5. Вообще говоря, красиво получилось. 5 корней из 2 плюс 2 корней из 5, а снизу разность квадратов. 5 минус 2 – 3. Вот это и есть ответ на вопрос задачи. Вот так. Ответ. Радиус равен r. 5 корней из 2 плюс 2 корней из 5, деленное на 3. Очень хочется ощутить хотя бы приближенно, сколько это все-таки у нас составляет. Давайте я вот здесь приближенно посчитаю. 5 корней из 2. 5 умножить на 1,4. Плюс 2 на корень из 5. 2 на 2,2. И деленное на 3. Что же получается? 7 плюс 4,4, 11,4, да? 11,4 делим на 3. Это все получается равно 3 целых и 24 на 3 – 8. 3,8. Примерно 3,8. Абсолютно реальный результат. Домашнего задания не задаю. Но даже не прошу ставить уже лайки и комментарии. Запишу и выложу второй ролик. Вот посмотрите его, ну и напишите что-нибудь хорошее. Будет мне приятно. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Ну, пока.